Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 4 января и поговорим о народных приметах на этот день. Поговорим о народном празднике, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день, а также уделим внимание лунному календарю. Поэтому просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, народный календарь на 4 января. 4 января отмечается народный праздник Настасьин день. В этот день православная церковь чтит память святой Анастасии, которую в народе прозвали Узора решительницей. Другие названия этого дня – Анастасия, Анастасия узорешительница, Анастасия постница, Федотья. И вы знаете, так как 4 января в народном календаре Настасьин день, то она была покровительницей беременных. И именно с этим связан был самый, наверное, главный запрет – никому не рассказывать о своем сроке беременности. Настасья оберегала мать и ребенка от всех бед и несчастий, но при условии, что мать будет хранить в тайне все, что происходит с ней и ребенком. В противном случае святая могла разозлиться и перестать помогать, а это уже грозило даже потерей плода. И вы знаете, святой Анастасию считали не только покровительницей беременных, но и покровительницей заключенных. А вот будущие матери 4 января шили полотенца-обереги для предстоящих родов. После на этих полотенцах обучали своих дочерей шитью, поэтому это полотно называли еще родовым рушником. В день Анастасии мамы или свекрови беременных женщин готовили для них специальную кашу без масла, ограждающую от всех болячек и от выкидыша. В народе существовала традиция дарить сегодня подарки старикам и старшим родственникам. Таким образом славили свой род и прародителей. Особенное внимание уделяли мамам. Им дарили полотенца, на котором красной нитки были вышиты розы, которые символизировали нескончаемую любовь между матерью и детьми. 4 января не наказывали и не били животных, иначе, по народным приметам, на бьющего нападут болезни, которые скуют ему ноги и руки. Под запретом в Настасьин день было и прокалывание ушей, они потом долго болели. Также запрещалось 4 января браться за вязание и ходить босыми, иначе кто-то из родных может оказаться под заключением. В некоторых селениях Анастасию называли черной святой, поскольку она приходила к заключенным, которые часто находились в тяжелых условиях и умирали в муках. По этой причине хозяйки сегодня не выполняли никакой черной работы, так как была народная примета, что иначе дом потемнеет, кто-то, значит, умрет в нем. В этот праздник обязательно нужно было сходить в церковь и попросить помощи у святой в рождении здорового малыша, а также защитить род от арестов. Рожденные в этот день, 4 января, люди были домовитые. Они создавали крепкие счастливые браки, обладали острым умом и редкой проницательностью. Однако часто они были лишены и высоких моральных принципов. Они не любят пустых разговоров и предпочитают проводить время в одиночестве.
давая возможность мозгу отдохнуть. Именинники этого дня смогут принести славу своему дому, а в качестве талисмана им подходит яшма. И вы знаете, самая главная народная примета, что нельзя было делать 4 января, в Настасьин день, это рассказывать о своем сроке беременности. Дело в том, что Настасья была покровительницей беременных. Она оберегала их и ребенка в утробе от всех бед и несчастий, в том числе и от злого взгляда и поступка. Но при условии, что будущая мать будет хранить в тайне все происходящее с ней и малышом. Поэтому, если беременная в Настасьин день разоткровенничается, то святая может разозлиться и перестать помогать ей, что грозит преждевременными родами или же потерей ребенка. Также нельзя было 4 января и женщинам в положении есть мясо. Кто слушается, может сильно заболеть. Беременным рекомендовалось в этот день заменить мясо на кашу, тогда и сама здорова будет, и малыш крепкий в срок родится. Если же женщина рожала в день Настасьи, то родным запрещалось пить красные напитки – компот, вино, жидкий кисель, так как роженица могла потерять много крови. Нельзя было им Настасьин день 4 января ходить босиком, а слушавшемуся этот запрет грозит потерей всего нажитого, и он никогда не сможет выбраться из нищеты. Запрещено в день Настасьи прокалывать уши. Во-первых, они будут длительное время заживать, а во-вторых, после может сильно болеть голова. Был запрет для женщин на сносях на шитье. Если же будущая мать ослушается и возьмет в руки нитку с иголкой 4 января, то ее малыш может в пуповине запутаться. На Настасью было принято почитать род свой, соответственно, кто это не сделает, станет обижать предков своих, а грубить сегодня бабушкам и дедушкам, значит обречь себя на одинокую старость. Запрещало 4 января и бить животных. Обидчик животинки в будущем может ногу поломать, или же у него будут постоянно ныть суставы. Нельзя было в этот день и вязать. Может кто-то из родственников попасть в тюрьму. Женщинам на Настасью запрещалось делать по хозяйству черную работу, иначе может дом почернеть, то есть придет в семью смерть. Считалось у наших предков, что сегодня видятся только плохие сны, поэтому перед тем, как ложиться спать, нельзя было есть и пить. Верили, что голодному сны в ночь на 4 января не снятся. Что можно и обязательно нужно было сделать 4 января в Настасьин день? Как мы уже говорили, святая Настасья была покровительницей не только женщин в интересном положении, но и заключенных. Поэтому 4 января нужно было женам и матерям, чьи мужья и сыновья находятся в тюрьме, обязательно подать нуждающемуся и попросить помолиться за арестанта. Беременные должны были посетить церковь и молитвами попросить у святой легких родов и рождения здорового малыша. Под строгим запретом сегодня была ругань и выяснение отношений. Если их испортить 4 января, помириться не получится до весны. Запрещено было сегодня и выкидывать еду, ее остатки необходимо было отдать животным. В противном случае весь будущий год придется голодать. Нельзя было оставлять ножи, ножницы и вилки на столе без присмотра. Считается, что в этот день шалит нечистая сила, от которой острые предметы лучше держать подальше. И не стоит в этот день бросать маленького ребенка одного в комнате. Наши предки говорили, что нечисть может сильно напугать малыша, из-за чего тот станет капризным и плаксивым. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 4 января 2022 года.
По лунному календарю нас сегодня ждет с вами второй и третий лунный день. Начало растущей луны в знаке зодиака Водолей. Сегодняшний день – это день начинаний. Можно приступать к намеченным накануне важным делам, но только во второй половине этого дня. В первой половине предпочтительно продолжать строить планы, потому что в это время повышается амбициозность и агрессивность. Лучше сегодня уменьшите внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы. Вторая половина дня более будет благоприятна, растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность, поэтому смело осваивайте новые знания в любой области. Сейчас это весьма своевременно. Обращаем ваше внимание, что этот день полон созидательной энергии. Все, что вы запланировали вчера, можно начинать уже реализовывать потихоньку сегодня. Луна позволит в этот день понять собственное отношение ко многим вещам и окружающим вас, начиная от своего меню и заканчивая любимым человеком. Если прислушаться к внутреннему голосу, можно, наконец, разрешить многие свои сомнения и быть уверенным в правильности выбранного пути. И вы знаете, когда Луна расположена в Водолее, такой период времени дает возможность увеличить свое присутствие в мире, передать кому-то свои знания, получить или оставить хорошее даже наследство. Особое внимание можно уделять различным заведениям, клубам, благотворительным организациям, организациям научно-исследовательского характера, а также открытию чего-то нового в жизни и для дружбы. Рутинная работа будет сегодня плохо ладиться, а вот решение для обыденных проблем будет даваться вам трудно. Нужно больше времени отдаваться новому, необычному и интересному. Будет полезным, если вы будете стараться ориентироваться на свое будущее, но желательно реально давать оценку вашим возможностям и шансам. Не давайте брать верх воображению. У вас появится время обдумать все, прежде чем что-то высказать. Планета в таком знаке зодиака приносит различные сюрпризы, неожиданности, встречи с разными людьми. Особенно происходит повышение вероятности поломок электрооборудования, бытовой техники и сбоев связи. Поэтому попробуйте уделить внимание хорошим вкусам и ароматам, макияжу. Поднимайте сегодня обязательно себе настроение. Как мы уже говорили, первая половина дня благоприятна для построения планов, но их пока лучше все-таки держать при себе. Щедрость и доброта, проявленные сегодня, будут очень уместны. Сделайте кому-нибудь подарок, может быть, стоит начать с самого себя. Девиз «Передать добро по кругу» – это первая и, наверное, полезная рекомендация на этот лунный день. Знаете, что деньги, данные сегодня в долг, вернутся к вам сполна и вовремя. Весьма уместна благотворительность, но сегодня противопоказана злость. Плохой день для судебных процессов по лунному календарю. Стрижка волос в этот день увеличивает энергию здоровья. Состояние всех органов чувств улучшается. Пищеварительная и выделительная системы начинают работать активнее. Мозговое кровообращение нормализуется. Это день, вы знаете, 4 января, это день активных действий, и все новое пойдет вам только на пользу. Выберите этот день для похода в парикмахерскую, если вам захотелось привнести в свой образ что-то нового. Волосы после стрижки наберут сил и быстро отрастут. Не бойтесь сегодня принимать смелые решения и пробовать новые варианты стрижки или укладки. Это время для наращивания тоже будет благоприятно, но желательно при этом использовать натуральные волосы. Проведите сегодня оздоровительные косметические процедуры, и ваши волосы просто засияют. Если сегодня у вас нет желания стричься, то это время хорошо подойдет для поиска новых укладок и причесок. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями притягивает энергию денег.
Сегодня разрешены любые эксперименты с прическами, и человек насыщается сегодня силами природы и возвращается к повседневной жизни. Вот такой сегодня у нас с вами день, 4 января по народному календарю и по лунному календарю.